Вы думаете, пещеры — это просто дыры в земле, мрачные места, где прячутся летучие мыши и капает вода. Но правда в том, что пещеры — это не пустота. Это капсулы времени, где история запечатана в камне, костях и ДНК. Они — библиотеки, где страницы написаны не чернилами, а минералами и пеплом древних эпох. Сегодня мы откроем эти каменные архивы. От страшных преступлений до исчезнувших видов, от древнейших изобретений до экосистем, которые не видели солнечного света миллионы лет. Это 10 пещер, изменивших все, что мы знали о жизни, человеке и Земле. 10 место. Пещера без головы. Преступление, скрытое в камне. 1979 год. Штат Айдахо. Семья спускается в лавовые пещеры Буффало в поисках артефактов индейцев. В одном из углов они находят сверток в мешковине. Внутри — тело без головы и конечностей. Полиция в тупике. Кто он? Убийца, жертва, бродяга? Ответ придет только через 40 лет, когда ученые применят генетическую генеалогию. По цепочке ДНК они выходят на потомков некоего Джозефа Генри Лавлеса, преступника и беглеца, сбежавшего из тюрьмы в 1916 году после убийства жены. Похоже, возмездие настигло его в темноте. Лавлеса убили и расчленили, чтобы никто не узнал тело. Но пещера сохранила улики столетия. Это напоминание. Даже самые темные тайны когда-нибудь заговорят. 9 место. Лапа Моа. Уцелевшая плоть вымершего мира. 1987 год. Новая Зеландия. Археологи спускаются в горную пещеру и находят нечто невозможное. Огромную лапу с когтями, мышцами и сухожилиями. Она выглядит свежей, но ее владелец умер более 3000 лет назад. Это лапа птицы Моа, гиганта высотой до 3,6 метра, весом с медведя. Когда-то Моа правили этими островами, пока не пришел человек. Полинезийские охотники истребили всех 9 видов менее чем за 2 столетия. Лапа Моа — не просто экспонат. Это обвинение нашему виду, доказательство того, как быстро мы способны уничтожить целый мир. Пещера сохранила ее словно морозильник, чтобы через тысячелетия напомнить нам, кто настоящий хищник на Земле. 8 место. Хрустальная дева Майя, жертва богам под землей. В джунглях Белиза скрыта пещера с красивым, но жутким названием Актун-Туничиль-Мукналь, пещера хрустального гроба. Для майя это были врата в подземный мир, Шибальбу, обитель богов смерти. В глубине пещеры археологи нашли останки 14 человек, принесенных в жертву. Среди них — тело юноши, полностью покрытое блестящим кальцитом. Тысячелетия капающая вода превратила его в кристалл. Так появился символ майяской трагедии — хрустальная дева. Вероятно, его убили во время засухи, прося дождя у богов. Но дожди не вернулись, и вместе с ними исчезла целая цивилизация. Эта пещера — молчаливое эхо веры, доведенной до отчаяния. 7 место. Человек из Чедара. Древний британец среди нас. 1903 год. Англия. Пещера Гоф. Археологи находят полный человеческий скелет возрастом 9000 лет. Через 9 десятилетий генетики расшифровывают его ДНК и совершают сенсацию. Один из жителей соседней деревни, учитель истории, оказывается его прямым потомком. 300 поколений, и кровь древнего охотника все еще течет в венах его потомков. Но главное открытие — внешность. Темнокожий, голубоглазый, с черными волосами. Так выглядел первый британец.
Пещера разрушила миф о коренном белом народе и напомнила: мы все пришли издалека. Мы все — дети миграции. 6 место. Первое вино Европы. Сицилия. 6000 лет назад. На склонах горы Монте-Кронио археологи нашли глиняную амфору эпохи меди. Анализ показал следы винной кислоты. Значит, внутри было вино. Самое древнее вино Италии, сделанное за 3000 лет до греков и римлян. Это не просто напиток. Это признак культуры, технологий и символа цивилизации. Вино рождалось не в пышных дворцах, а в прохладных пещерах, первых винных погребах человечества. И, возможно, именно здесь началась традиция, которая до сих пор соединяет людей за одним столом. 5 место. Первое оружие массового поражения каменного века. Пещера Фахиенлена, Шри-Ланка. Возраст артефактов — 48 000 лет. Маленькие костяные наконечники оказались деталями стрел, древнейшими за пределами Африки. Это значит, что именно здесь человек впервые создал лук и стрелы, инструмент, изменивший историю. Он позволил охотиться в джунглях, где копье бесполезно. Это был прорыв и проявление интеллекта. Люди не просто выживали, они адаптировались, экспериментировали, творили. Они не были дикарями, они были инженерами своего времени. 4 место. След ребенка и собаки — древнейшая дружба. Пещера Шове, Франция. Возраст — 36 000 лет. На стенах — мамонты, львы, носороги. Но самое трогательное — на полу. Следы босых ног ребенка и лап крупного пса. Они идут рядом, как друзья, исследуя тьму. В одном месте ребенок поскользнулся, и собака подошла ближе. Этим следам 26 000 лет, и они, возможно, самое древнее доказательство того, что человек и собака уже были вместе. Не как хозяин и питомец, а как партнеры. Это первый рассказ о дружбе, написанный в глине. 3 место. Храм неандертальцев. Юг Франции, пещера Брюникель. На глубине 300 метров от входа 2 кольцевые конструкции из 400 сталагмитов. Им 176 000 лет. Их построили неандертальцы. Это значит, что они умели работать вместе, владели огнем, ориентировались в полной темноте. Но главное, у них было воображение. Они создавали пространство не ради выживания, а ради ритуала. Это древнейшее свидетельство символического мышления. У неандертальцев была культура, вера и, возможно, свой язык. И эти каменные кольца — их Стоунхендж в темноте. 2 место. Пещера кристаллов, царство гигантов под землей. Мексика. Шахта Найка. Шахтеры случайно вскрывают зал, полный гигантских кристаллов селенита, до 12 метров длиной и весом 55 тонн. Температура 58 градусов Цельсия, влажность почти 100%. Без охлаждающего костюма человек выживет здесь не более 10 минут. 500 000 лет вода насыщалась минералами и медленно, почти незаметно выращивала эти кристаллы. Когда шахту осушили, пещера открылась миру, но начала умирать. На воздухе кристаллы разрушаются. Это идеальный символ природы, грандиозной и смертельно хрупкой. 1 место. Пещера Мавиле. Жизнь без солнца. 1986 год. Румыния. Во время бурения рабочие случайно открывают пещеру, из которой вырывается газ с запахом серы. Внутри — ядовитая атмосфера, мало кислорода, много метана и сероводорода. И абсолютная тьма. Ученые решают спуститься. И находят там целый мир. 48 видов живых существ, из которых 33 не встречаются нигде на Земле.
Все они живут не за счет света, а благодаря бактериям, которые добывают энергию из химических реакций. Это доказательство того, что жизнь может существовать без Солнца. И, возможно, она существует на других планетах, в подледных океанах Европы или на Титане. Мавиле — окно в будущее, где жизнь рождается из тьмы. В конце хотелось бы сказать, что пещеры — не просто дыры в земле. Они — архивы планеты. Они хранят древние преступления и исчезнувшие миры, следы дружбы, веры и гнева. Они показывают, что жизнь способна выжить в любой тьме, даже если свет погас миллионы лет назад. Потому что самые страшные и самые важные тайны всегда лежат в полной темноте. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.